что есть опора, да, тогда это Главное, чтобы не вагонами, тут основное надо меня что-то самое главное не это. Я же, еще раз говорю, я же с вами разговариваю. Евгений Алексеевич, я пытаюсь понять весь план, бизнес-план до. То, что сдохнуть надо, это я уже понял. Весь план очень простой. Вам придется осознать, что ваша страна в оккупации, чтобы решить проблему. Я это знаю, вы же сказали, вы являетесь оккупантом, представителем коллаборационистских властей. В этом случае вам надо будет вступить в национально-освободительную борьбу и помочь национальному лидеру. А почему? Я тоже в этой борьбе. Как же, подождите, вы сказали, вы представитель коллаборационистских властей. И что? Что это меняет? Это фантастика. Еще что это меняет? То есть мы будем с вами внутри себя бороться? Вы просто не понимаете, как устроена я пытаюсь понять. Историческая технология. Вы, кстати, тоже такой же коллаборационист, если у вас в руках рубли. Потому что, взяв рубль, вы автоматически заплатили дань в США. Надо доллар взять или что мне сделать? Коллаборационные марки ввести не надо. Точно, рейсхмарк. У меня, кстати, есть, поскольку у меня нумизмат. Подождите, так в том-то и дело, что как раз Федоров об этом и говорит, что как решать проблему. правильно? Да, уже есть. Я вам говорю, как решать проблему. Вы сейчас ерничаете. Я не ерничаю, я пытаюсь понять план. План заключается стандартно. Помочь национальному лидеру пройти все... Когда он позовет меня с собой? Он позвал я пройду сколько дней и ночи. Вы не пришли. Уже была попытка одной мобилизации, второй, третьей, они провалились. Будет следующее. Евгений Алексеевич, придите, и тогда процесс пойдет. У меня к вам вопрос. Вы себя назвали коллаборационистом. Вот честно, не оговорились? Вот честно, готовы еще раз это сказать? Органы российской власти по Конституции коллаборационисты. Я вас спрошу лично. Вы себя назвали коллаборационистом? Значит, смотрите, не органы, а вот вы. Можно к вам вопрос? Да, ко мне? Да, я являюсь членом законодательной власти. Евгений Алексеевич, вы хотите, чтобы я дал ответ? А я не хочу этого. Нет, мы хотим просто услышать вас ответ. Нет, подождите, я же вам вопрос задаю. Вы же человек, который может это сказать? Мы же дискутируем. Да, мы дискутируем. Не со мной, а вот со мной дискутируем. Типа, я здесь это. Органы законодательной и исполнительной власти обязаны по решению суда, иначе будет обеспечено правосудием тюрьма, выполнять решение Соединенных Штатов Америки. Ну, я вам показываю официальный документ суда. Там так и написано орган Соединенных Штатов? Там написано специализированное международное учреждение. Просто с точки зрения де юре, извините, мы выполняем в том числе и решения международных органов. Я же не просто так говорю. Я вам говорю как законодатель. Да? То есть я знаю, какие законы мы принимаем. Вот ближайший просто пример. Это национальная платежная система, МИР. Вот введена вчера, да? Так вот, закон о том, чтобы ее ввести, Путин внес 5 лет назад. И по требованию американского посла, почитайте переписку Wikileaks, Государственная Дума эту главу оттуда выкинула. То есть в Государственной Думе вам указал посол? Государственная Дума в соответствии с Конституцией получила команду посла Соединенных Штатов Америки и выкинула главу Путина о национальной платежной системе. Понятно? Я по-русски говорю. Евгений Алексеевич, я просто начал вам сочувствовать, и я понимаю, как вам тяжело, когда вам пишут Соединенные Штаты. Мне не тяжело. Я говорю, как работает государственный механизм. Я понимаю, Евгений Алексеевич, я просто... Кстати, у вас в бизнесе он работает так же. Я понимаю, чтобы вести бизнес, вы обязаны зарегистрироваться за рубежом. В серьезный. Вот то же самое все. Понятно. Евгений Алексеевич, вот это и есть оккупация. Вы понимаете, она так и выглядит. Евгений Алексеевич, я просто начал вам сочувствовать, что вам приходится исполнять указы. Не надо ерничать. Да, мы не будем. Евгений Алексеевич, давайте вот все-таки я понял, как вы ответили на мой вопрос по документам. С документами все понятно. Просто вы сказали фразу. Вот я просто очень удивился. Я коллаборационист. Не я, а мы. Мы тоже все? Нет, вот, конечно. Подождите. Конечно. Потому что вы пользуетесь рублями. Не просто мы, вы еще назвали слово участвовали в Конституции. То есть но из себя вы тоже не отделяете такого понятия. Я не отделяюсь от народа. Естественно. Так стоп. Теперь народ весь коллаборационист? Ну, народ принял решение о Конституции оккупационной, значит, в какой-то степени да. Ну хорошо. Подождите, а когда народ выбирал национального лидера, он в этот момент коллаборационист или... Закон выбирал президента, а Путин национальным лидером стал за свою борьбу. Это большая разница. Подождите, но его тоже выбрал тот же народ коллаборационист. Национальный лидер – это не президент. Национальный лидер – это общественный статус. Есть очень хитрый способ. Значит, если вину размазать по огромному количеству людей, получается, что каждый в точке своей практически и не виноват. Я не ищу виноватых, я пытаюсь решить проблему. Ищите виноватых, потому что вы... Да мне плевать на виноватых, я проблему решаю. Как вы решите проблему, не проблему зная, кто оккупации? виноват? Да никак, потому что это не важно. Никак. Как это не важно? Потому что после победы национально-освободительного движения могут кого-то и наказать. Я же с этим не спорю. Вот когда Советский Союз победил коллаборационизм, допустим, на территории оккупированной СССР, наказано было 2 миллиона человек. Я на этот счет ничего не говорю. Но потом, а не до. Понимаете разницу? По-моему, наказали... Да, по-моему, наказали вообще невиновных. Официально 2 миллиона человек. Вы имеете в виду репрессированных? 2 миллиона? Нет. Репрессированных из них было, по-моему, 700 тысяч. Всего-то? Да, тех, которые прошли через процедуру наказания. Но в анкетах писали, что жил на оккупированной территории до 91 года. Ну да, до последних лет. До последних лет, собственно говоря. Политическое наказание было до 91 года.
И это касалось всех, кто жил на территории оккупированной СССР. Это 70 миллионов человек. Я так вам напоминаю историю немножко. А какое это отношение имеет к сегодняшнему Потому моменту? что сегодня абсолютно такая же ситуация, только мягче. Вот и То все. есть мы должны будем все писать в анкетах дальше, что жил на оккупированной Я территории? такого не говорил. Это решит потом, после победы НОДА, кто чего будет писать. После Нет, победы- ну, Сейчас не об этом я речь. точно жил, по сути, А по всему. поскольку вы лидер НОДА, да, то... Я не лидер НОДА, я только координатор. Ну, да. Ну, понятно, я не царь, я председатель. И вы, кстати, можете тоже быть координатором. Это